Тест на оленизм. Простой способ понять, тварь ты дрожащая или человек. Мы не олени. Недавно вообще нематериально про мужскую глупость в отношениях с женщинами один мужчина спросил, олень он или нет. Вопрос занятный, важный и обоснованный, потому решил с ним разобраться. Я дам простой и вполне исчерпывающий ответ, и вы дальше сами сможете оценить свое положение в пищевой цепочке. Хватит заниматься оленизмом. Если ты в отношениях или ты рассматриваешь свое прошлое, у тебя возникает подобный вопрос, тебе явно есть над чем задуматься. Я практически уверен, что есть масса совершенных ошибок, которые стоит изучить и сделать выводы. Вообще олень это такая вариация лоха. Мужчина лох в отношениях. Как понять, лошаришь ты, я или нет? На деле все просто. Лох не тот, кто дал себя обмануть. Если тебя обманули, значит ты просто доверял человеку больше, чем этот человек заслуживал. Лох тот, кто раз за разом дает себя унижать и обманывать. Жертва по жизни. Лох объясняет себе, все так живут. Как еще воспринимать человека, который не делает выводы и раз за разом пытается построить отношения с негодными людьми? Олень тот, кто по любым причинам терпит плохое к себе отношение. Неожиданно, как минимум наивно говорит, что вот вчера она была хорошая, а сегодня превратилась в чудовище. Это не так работает. Всегда женщины проверяют нашу податливость, насколько мы готовы терпеть дерьмо. Раз терпел и съел ложку дерьма, все, поздравляю, а достижение олень заработано. С этого момента будь готов потреблять дерьмо на завтрак, обед и ужин. Я вспоминаю свои токсичные отношения и честно признаю, тех славных звоночков было до хрена. Но я сам убеждал себя, все будет хорошо. Я закрывал глаза на очевидные вещи и отказывался осознавать, женщины уничтожали мою жизнь. Надо понимать, что терпилы для всех удобны. Об них можно вытирать ноги. Терпилы готовы за бесплатно работать сверхурочно. На терпилах можно срывать злобу. Лох-олень позволяет женщинам относиться к себе как к ресурсу. Лох оказывает услуги и не требует ничего взамен. Я, конечно, понимаю, есть ситуации, когда ты вынужден засунуть свой ЧСВ в задний карман и молчать, когда твои интересы унижают. Я все прекрасно понимаю. Однако мы так вжились в состоянии выученной беспомощности, что вообще перестали хотя бы даже пытаться что-то изменить. При этом мы сознаем, нашу жизнь спускают в унитаз. Будет ошибкой считать, что тебе поможет кто-то со стороны, тебя не спасет никакое движение. Прими мысль, что всем на тебя и твои проблемы плевать, никто тебе не поможет, кроме тебя самого. Что поделать, ошибок нельзя избежать, но в наших силах их не повторять и хотя бы не наступать на известные грабли. 3 развода, на очереди 4-й. Вообще не написал мужчина, который имеет 3 развода. Спрашивает, есть ли где-то варианты построить отношения. Отвечаю, варианты есть всегда, а взятки лишь один из них. Прежде всего нужно понять, где были совершены ошибки, и обходить ЗАГС стороной. Неужели после первого раза было непонятно? Мужчина отвечает, что пробует искать женщину из провинции, а ЗАГС, ну так правильно. Ну и кто он в текущем контексте? Если человек решил уничтожить свою жизнь, ему не поможет ни одна сила, не спасет даже самый супергеройский герой. Этот человек обречен, и яму себе он копает сам. Самой лучшей в мире страны распадается 9 браков из 10. Исходя из каких предпосылок можно рассчитывать на успех, притом повторяя одни и те же действия, которые уже приводили к печальным последствиям. Не, ну вот серьезно, ведь должна же быть какая-то логика. Я говорю все это не с целью оскорбить. Стряхнись, честно поговори сам с собой, осознай проблему. Нельзя вылечить болезнь, если просто закрывать на нее глаза с мыслью «я подумаю об этом потом». Самое лучшее время здесь и сейчас. Про выбор. И казалось бы, при чем тут тайки? А при том, что они напоминают, что радости в жизни все-таки есть. Конечно, любовь-то платная, но хотя бы ты поймешь, что в твоей жизни есть смысл. И даже такой смысл намного лучше, чем рабское обслуживание чужого и чуждого человека. Нужно понимать, что лохов, оленей никто не уважает, потому что подсознательно все понимают, человек эту роль выбрал добровольно. Самое ужасное, что участь терпилы требует даже больших усилий, чем жизнь человека, который никому не позволяет вытирать об себя ноги. Нужно просто однажды решить для себя, что ты больше не имеешь дела с токсичными людьми, не даешь себя оскорблять, не терпишь истерики. Ни от близкой женщины, ни от начальницы. Да, может быть, женщина уйдет, а работу искать станет сложнее. Но есть одно отличное правило. Лучше отсутствие сделки, чем плохая сделка. Да, может, ничего не приобретешь, но точно ничего не потеряешь. Отношения имеют смысл только тогда, когда двум людям хорошо вместе. Полный бред продолжать токсичные отношения. Омар Хайям, что мудро жизнь прожить, знать надо немало. 2 важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало.